Все, мы тут. Так, ну всем привет, наша многомиллионная аудитория. Привет. Аншлаг. Вероника, привет. Привет, Маша. Как твои дела? Расскажи, как твой день начался? Мой день начался хорошо, потому что я только что узнала, что час изменился, да. Ты мне Мгм. сказала, что даже я думала, что я очень долго спала, и что я Мгм. проснулась в 10 часов 30, но ты мне я осознала, что была измена времени. Что время перевели, часы перевели. Часы перевели, Мгм. да. Мгм, мгм. Да, у нас забрали 1 час. Да, Вот до того, как мы вышли в прямой эфир, мы с Вероникой, немножко поговорили о том, что нам сегодня было трудно проснуться, трудно встать, и ей, и мне. Но я понимала, что просто ночью у нас забрали 1 час, мгм. поэтому мы встали как бы позже. А Вероника так, искренне удивилась, обрадовалась. Это хороший сюрприз, потому что сейчас день будет дольше, Дольше, ага. да, и да, это хороший сюрприз, потому Мгм. что, да, это всегда лучше, когда солнце, солнце заходит позже, Заходит. заходит Мгм. позже, да. Мгм. Не знаю, посмотрим сегодня, есть ли какая-то разница. Не уверена, если честно, но проверим. Проверим. Будет разница, я уверена. Будет? Да. Окей, окей, окей. Посмотрим. Так, давай я тебя представлю вкратце. Значит, друзья, перед вами Вероника, моя студентка, с которой мы занимались фонетикой. Занимались, к сожалению, в прошедшем времени, потому что наш курс подошел к концу, и Вероника переключается уже на другой язык, насколько я понимаю. Мгм. Да, фокус внимания свой переводит. И получилось так, что этот эфир — это как бы наш выпускной. Получается так. Да. Да, выпускной бал. Вот. Можешь пару слов о себе рассказать? Например, где ты учишься, откуда ты? Вот Мгм. это очень интересная информация. Да, так что, ну, я из Польши, и я живу в Кракове. Я изучала медицину, сейчас я делаю стажировку, медицинскую стажировку. Ну, это все про меня. Но, да, я тоже изучала в прошлом английский и французский, и, я начала изучать, русский, 8 месяцев назад. Эм, И и здесь аплодисменты за кадром. Если бы сейчас у нас там было побольше людей, то они бы встали и начали аплодировать. Мгм. Ну, мне кажется, что я должна говорить лучше, что 8 месяцев это хватило бы, чтобы говорить лучше, ну и Вероник, знать. не убивай, пожалуйста, мою самооценку. Я пытаюсь выучить венгерский уже 8 месяцев, Ну, и это другая штука, потому что венгерский, он очень сложный в а общем. русский легкий. Да. Да, если ты бы изучала польский, например, он был бы легче, чем венгерский. Мгм. Да, есть стереотип, что полякам очень легко выучить русский язык. Ну, Согласна? поляки тоже это так думают. В Польше поляки так думают, что русский очень легкий, но, конечно, никто не изучает русский язык, так что они только так говорят, не знаю почему. Ну, И потому что стоит мне сесть вечером за 2 часа и выучу, да. да, да, конечно. Но это, конечно, легче, чем другие языки, потому что они есть такие слова, которые похожи, и грамматика, она похожа, она работает в таком, эм,
такой же способ, как бы есть там разные, она отличается, но, например, тоже есть падежи, такие же падежи, как на русском, так что это легче, чем для иностранцев. Я уверена, что это легче. Легче, чем для иностранцев. То есть ты себя как бы выделила из этой группы. Здорово. Ну да, я тоже заметила, кстати, что ты узнаешь очень трудные грамматические формы, хотя теорию ты не проходила. Теорию ты не изучала, например, какие-нибудь депричастные обороты, да, мы встречались с тобой, и ты их узнавала, ты их понимала, у тебя не было с ними трудностей. Очень быстро ты их впитывала. Да, я могу представить себе, что понять смысл падежа, например, это сложно, и это надо много работать, чтобы понять, как это работает, а для нас это логично сразу. Но все равно, согласись, есть трудности, когда ты носитель польского языка, изучаешь русский язык, и ты такая расслабленная, вплываешь в эту сферу русского языка, думаешь, что мне море по колено, все будет легко, но тут ты сталкиваешься с чем, например? Что было трудно для тебя? Но сначала есть первая трудность, это алфавит, и это действительно трудность, потому что, например, когда я хотела прочитать, что пишут люди на Инстаграме, я не могла, потому что алфавит, он действительно другой, и даже если мы выучим буквы, проходит время, чтобы привыкнуть к тому. Но это для всех, не для всех, для большинства людей будет трудность сначала. Но это была моя первая трудность, а потом есть всегда такие маленькие или не маленькие детали, тонкости, разные тонкости, которые можно легко не заметить, как бы если мы слишком уверены, как поляки могут быть, так уверены, что это будет легко, а что падежи, они те же самые, а потом можно заметить, что они отличаются, как бы, например, такой пример, что если я бы хотела сказать с ребенком, я бы сказала с ребенком. И это Да, натурально. точно. Творительный падеж я заметила. И предложный, да? Может, сейчас... А предложение это который? Я никогда не О помню. чем? О ком? Да, может, да. Сейчас не могу придумать примера. Если мы про детей, то о детях, о красивых местах. Вот это их, ах. Да, мы бы сказали о детях, так что это тоже... Ага, а с прилагательным? О ребенку тоже. О Ну, например, ребенке. красивые места о красивых местах. Их, Да, ах это у нас. тоже было бы так по-польски, но если мы скажем, что ребенок и о ребенке, да, по-русски, а по-польски мы бы хотели сказать ребенку. Предложный и дательный у нас это было бы путаница между предложным и дательным падежом. Вот. Да, так что там есть тоже другое, такие тонкости, которые отличаются, и это очень сложно помнить про них, потому что если язык работает на тот же способ, как бы... Таким же образом. Таким же образом, и натурально можно говорить, но я могу думать по-польски и говорить на тот же способ по-русски, но потом это сложно помнить, что эти тонкости, они отличаются, когда я говорю.
Мгм, Э, мгм, и мгм. тоже я бы сказала, что вторая трудность — это в Ой, произношении тоже. сейчас к произношению, это самое вкусное. Это уже третья, получается, трудность. И, Окей. извини, я перебью тебя, просто был у меня вопрос по первой трудности, по поводу М, алфавита. А ты пишешь, курсивом? да, да, я, пишу. Да. Мгм. То есть ты сразу, начала изучать алфавит и вот в таком печатном виде, и курсивом? Да, Супер. это тоже трудность, что Мгм. когда это, ну, когда мы читаем что-то в газете, в журнале или в интернете, ну, есть и один алфавит, а потом, когда мы пишем, буквы, они Мгм. другое, и это тоже сложность. И да, но я с самого начала писала курсивой. Мгм. Мгм. Я просто сейчас преподаю, ну, в университете, и одна из групп — это совсем начинающие ребята. Мы М, учимся читать и писать курсивом. Программа подразумевает, что мы должны научиться писать курсивом. И у них, конечно, дым из ушей идет на занятиях. Когда я пишу, например, какое-нибудь машина, вот это ши м, сочетание, или да. и, ми. Да. Да, и я перебила тебя, хотела перейти к третьей трудности, это к произношению. И сейчас те, кто нас слушает, удивятся, наверное. Подумают, ну как полякам может быть трудно что-то произносить? Вот Вероника почти без акцента сейчас разговаривает через 8 месяцев после того, как начала учить язык. Что там может быть трудного? Что там может быть трудного в произношении? Во-первых, есть такие большие проблемы, как л и ч. Э, Ага. ну, потому что по-польски, как в других европейских языках, есть так, европейские л, и Мгм. ну, для меня это было очень сложно выучить это русское л, Твердый, да? да. Именно твердый звук «л» труднее всего давался, да. И я знаю, что в Польше учителя учат, что надо говорить Как бы у нас в польском есть, там, где в русском есть например, я спала, так в польском мы бы сказали спала. Там есть и Мгм. Мгм. учат учителя, что надо так говорить, что Мгм. тоже я спала, а там есть Мгм. спала. Мгм. Например, у меня есть один подписчик, и его зовут, ну, как на русский манер Михал, Мгм, да. но по-польски это было бы Михау, да? Михал. Да, вот Мих оно как раз, да. вот он пример. Мгм. А расскажи историю спора с твоим папой по Да, поводу этого звука. потому что мой папа, он изучал в школе русский, потому что в прошлом, в общем, в целом в школах русский был обязательным, но это было уже давно, и тогда, эм, ну, конечно, все эти люди, они забыли, почти все забыли русский, но они учили учителя, они всегда учили в школах, что есть и когда я начала изучать русский, ну, я говорила моему папе, что, ну, я не могу, есть такая буква, и я не могу ей произнести, а он мне говорил, что это ну, это и я с ним Мгм. спорила, потому что я слушала разные подкасты, я смотрела фильмы, но я была уверена, что я там не слышу. Ну, и мы Мгм. спорили все время, что там есть. Но, Ага. но потом, но я была уверена, что я права, потому что я слышала в фильмах, что они так не говорят. Мгм. Мгм. Ну, это круто, что ты слышала разницу, кстати. Это уже первый шаг на пути к Э, успеху. Да, ну, я думаю, что, в общем, ну, это важно слушать с самого начала,
и можно заметить самому такие детали. Да, 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 согласна полностью. А папа у тебя до сих пор думает, что есть только «о», и твердый «л» — это то, что ты придумала? Ну нет, сейчас он мне верит, что так есть. Ну, конечно, это сложно. Если мы всю жизнь думали, ну, произносили на один способ такую вещь, это сложно изменить сейчас. Мгм, И мгм, тоже есть такая журналистка, ну, в Польше она очень известная, она мгм. жила 12 или 14 лет в Москве, и она пишет разные книги про политику, про культуру, ну, и она очень часто дает интервью про Россию в Польше. Я тоже слушала интервью по-русски. Мгм, Это было на каком-то канале, русском канале, мгм. и она очень хорошо говорит по-русски, конечно, очень быстро, и, ну, действительно как бы была русская, но она делает эти ошибки типичные. Она говорит «вы», и говорит тоже «ч», нет, она говорит «ти», а не «чи». И это я Мгм. это уже слышу. Так что она была, скорее всего, в школе, ее плохо выучили. Она плохо Научили. Ну и научила. выучили, кстати, тоже подойдет здесь. Мгм. Ну вот мой потенциальный клиент. Надо бы ей написать, да, Я сказать: «Приходите». не уверена, что она это увидит. Жаль, а вот жаль, а жаль. Ну ладно, ей неинтересно. А вот кому-то интересно заниматься фонетикой и своим произношением. И, кстати, вот следующий большой вопрос. Почему тебе стало интересно заниматься своим произношением, хотя ты, наверное, понимала, что как носителю польского языка тебе можно не париться по этому поводу. У тебя и так неплохое произношение было изначально. М, ну, во-первых, я знала, что если я начну изучать и не начну изучать фонетику сразу, эм, позже будет невозможно, ну, очень сложно это изменить. Так что я знала, что мне надо с самого начала этим заниматься. И тоже, м, но, ну, я в прошлом я изучала 2 языки, и я вижу, что это была большая ошибка не изучать произношение с самого начала. И что это потом мешает в коммуникации. Э, Мгм. и я знала, почему бы не начать сразу произносить хорошо все. Мгм. И у меня есть комплекс английским, потому что в школах тоже они очень плохо учили английский, Мгм. английскому, они очень, они Учили очень английскому. Мгм. английскому, и, э, и сейчас очень сложно мне говорить хорошо по-английски. Мгм. И Мгм. как Мгм. важно это есть. Я хотела сразу начать заниматься фонетикой. Ну и тоже Да. я, когда я слушаю что-нибудь, я слышу эти все звуки. Я стала очень внимательной, когда я изучала французский, что я очень внимательно слушаю все. Я сразу слышала это «л», «чи» и ну, такие разные тонкости. Я Мгм. не могла, когда я говорила, я все время думала, что я не могу произнести хорошо эти звуки. Мгм. 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 Ну вот, если вдруг у тебя до сих пор есть комплекс насчет твоего русского языка, тебе М, комплимент. Ты Да, здорово говоришь спасибо. Но по-русски. снова Я э, это сложнее, если ты не носитель ну, славянского языка.
славянского, да. Это как бы, ну, для меня это было легче, чем для, не знаю, там, для американцев, французов, немцев и так далее. Да, да. Ну, да, обратимся к подписчикам по этому поводу. Не сравнивайте себя ни с кем. Пусть пример Вероники вас вдохновит, но ни в коем случае не нужно, чтобы он стал для вас барьером. И вообще фонетика должна помочь вам не преодолеть даже языковой барьер, а просто нежно, мягко и красиво пройти через него, через этот языковой барьер. Потому что если вы чувствуете, что вы говорите красиво, так как нужно, и собеседники вас легко понимают в первые же миллисекунды, вам легче сразу. И грамматика, лексика — это уже вместе подходит. Да, что-то я хотела сказать про твой слух. Ты говоришь, что ты начала очень внимательно, ты начала быть очень внимательной к звукам, к разнице между звуками. А что с интонациями? Да, ну, интонация это сложнее. Ну, я никогда не обращала внимание. Не обращала, никогда не обращала. Я никогда не обращала внимания на интонацию, и только когда мы начали работать вместе, после того, когда я смогла произнести все звуки, мы начали работать над интонацией. И сейчас я тоже начала замечать эти разные интонации, но это все равно, это сложнее. Это так как бы, ну не знаю, иногда даже сложно понять для меня, если это как бы идет, голос идет вниз или вверх, потому что интонация может идти вниз и вверх, и сейчас я тоже начала замечать эти интонации в польском языке, и я часто думаю, так, какая это была интонация, но это сложно все равно. Все время это сложно для меня. Очень, да, я с тобой согласна. Я с тобой согласна. Столько деталей, о которых нужно думать, к которым нужно прислушиваться. Но мне кажется, после нескольких занятий по интонации ты стала гораздо лучше слышать разницу Да, между разными конструкциями, рисунками, когда голос идет вверх и вниз. Ты мне сама показывала примеры, присылала очень хорошие такие яркие примеры каких-то интонационных конструкций. Ну, и мы с тобой, в общем, пришли к выводу, что в польском базовые конструкции очень похожи. Да, я думаю, что очень похоже. Только мне кажется, что в русском чаще интонация идет вверх. Ну, это интересная штука по поводу вот этой детской восходящей интонации. Мы с тобой это обсуждали. Мы сейчас говорим про интонационную конструкцию 3. Это когда голос идет вверх, точнее, вверх. Вот так. Она обычно используется, когда вы задаете вопрос, общий вопрос. Например, ты хочешь в кино сегодня? Хочешь? Вот это интонация 3. И эта же интонация используется в неполных предложениях, точнее, в сложных предложениях, чтобы закончить маленькие части этого сложного предложения. При перечислении тоже эта интонация используется. И интересная штука в том, что не все носители русского языка постоянно используют эту интонацию. Эта интонация звучит иногда наивно, может звучать по-детски, может звучать по-женски, кто-то скажет, может звучать непрофессионально. И сейчас существует энное количество курсов по ораторскому мастерству, где вас научат переводить третью интонацию в нисходящую, первую.
чтобы вы даже сложные предложения произносили нисходящим тоном, так, покрывали своим голосом. И это якобы продаст информацию, продаст ваши профессиональные скиллы лучше. Вот. И когда мы начинали заниматься с Вероникой интонацией, у Вероники эта нисходящая интонация получалась очень естественно. Поэтому я все время шутила о том, что у Вероники очень хорошо получится продавать свои услуги. У нее очень продающий голос такой, голос знатока. Но чтобы звучать немножко более естественно, в бытовых ситуациях нужно учиться играть голосом, да, завышать его немножко. Но я даже заметила, что ты права, что женщины, они чаще говорят, их интонация чаще идет вверх. Например, есть такой один подкаст, который я слушала, и там говорят всегда женщина и мужчина, и он всегда говорит, он идет так вниз, и он звучит так умно, а она всегда идет вверх, ну и звучит так... Наивно. Может, так легко, так, Мгм. но он действительно звучит очень умно, и ты доверяешь ему, что ты доверяешь тому, что он говорит. Мгм, мгм, мгм. Да, да, есть такое. Но по себе могу сказать, что когда нервничаешь, Мгм. интонация идет вверх все время. И это немножко выдает, конечно, тебя. И выдает юный возраст. Ну ладно, это уже мои проблемы. Не об этом сегодня речь. Да, значит, интонационные конструкции, звук «л», твердый звук «л». Кстати, хотела спросить, мы с тобой делали много разных упражнений. Мы и ватными палочками Мгм. правили твой язык, и делали там упражнения парус, искали тонус, правильные мышцы языка, чего только не делали. Какое твое самое любимое и нелюбимое упражнение было из всего этого? Ну, нелюбимое это было бы, когда мне надо было с палочками говорить. А любимое, я думаю, что все другое. Этот парус или, ну, может, самое любимое, нет, самое любимое, только любимое упражнение это было, когда мне надо было повторять слова с «л» и пробовать, чтобы это Мгм. получилось. И, И, Мгм. и у нас, да, ты отправляла много таких упражнений, и потом мне надо было тренироваться каждый день и отправлять записи, и это помогло больше всего, я думаю, что так очень Мгм. часто и много повторять эти слова. Мгм. Мгм. Да. И, наверное, самый приятный момент — это когда ты, наконец, слышишь себя и слышишь, что получилось. Вот Да. оно Но есть. я уверена, что если бы не наши занятия, я никогда бы э, не говорила хорошо. Э, Действительно, потому что я пробовала первые 3 месяца, я пробовала, я слышала это «л», я пробовала все время это произнести, но я не могла. Я слушала все видео на Ютубе по-польски, по-русски, по-английски, эти видео для ребенков, которые не могут произнести «л», и читала разные статьи, и я не могла, это было невозможно. И Мгм. да, я бы всю жизнь говорила, как эта журналистка. Несчастная журналистка, господи. Ну нет, на самом деле не надо стесняться, если есть какие-то ошибки, недочеты в вашем произношении, это вообще не значит, что не надо начинать говорить. Наоборот, Но говорите, нет, делайте ошибки, но просто смотрите в сторону улучшения. Вот так.
Ну, для меня это я бы всегда думала об этом, потому что я была осознавала, что есть такой звук, и потом я все время думала об этом, что Мгм. я плохо произношу. И Мгм. действительно, если бы не наши занятия и все эти упражнения, я бы никогда никогда бы не получилось произнести. Ой, спасибо большое, Вероника. Это лучший отзыв. Спасибо большое. Ну, раз уж такая реклама пошла, так, рекламная пауза. Через неделю, 1 и 2 апреля, будет финальный урок, который завершает блок тем на моем канале. Этот блок тем называется «Согласные русского языка, глухие и звонкие». Мы будем говорить о согласных в таком виде, в котором они представлены в алфавите. То есть мы не говорим о мягких согласных, это важно. Но про звук «л» я там скажу. Конкретные темы вы можете прочитать в Google форме, которую я уже несколько раз отправляла. Переходите по ней, и можно записаться. Вот. И даже выбрать время уже теперь можно. Либо 1 апреля, либо 2 апреля. Вот. Да, ну вот, реклама закончилась. Все, друзья, продолжаем дальше. Тут у нас появились комментарии. Во-первых, комплимент. Спасибо Ты классно большое. говоришь. Во-вторых, ну всем привет, все здороваются тут с нами. Привет, привет, всех вижу. И вопрос. А как вы понимаете фразеологические обороты в русском языке? Мгм. Ну, иногда они похожи на польский, а если не похожи, ну, тогда надо проверить, что это значит. Э, иногда понимаю, иногда нет. Это зависит. Мгм. Я, Мгм. честно говоря, еще никогда не сосредоточивалась м, на этой теме. Как бы, Мгм. не знаю, я, с- м, я просто не сосредоточиваюсь на этом. Мгм. Мгм. Ну да, это отдельная тема, этим нужно отдельно заниматься. И если у тебя когда-нибудь появится желание, я тебе даже могу посоветовать некоторые книжки, Окей. пособия на эту тему. М, Очень много всего уже написано. Ам, и один сериал я тебе порекомендую даже, потому Какой? что там этот сериал называется «Как я стал русским». Я тут уже рекомендовала его Знаю. студентам. Да, Да, я вот. тоже, потому что я должна была приготовить э, рекомендации. Ну, мы так говорили Ага. раньше, и этот сериал, он первая рекомендация. Да, серьезно? Ну, давай тогда к этому перейдем. Ты сказала, что ты много слушала М. подкастов, много смотрела фильмов на русском языке, сериалов. Порекомендуй что-нибудь тем, кто ищет контент, чтобы послушать, чтобы посмотреть и послушать. Ну, во-первых, так как ты сказала, как я стал русским, это очень хороший сериал. И, кстати, там этого американца играет польский актер, он очень Да, известный я уже польский. посмотрела. И у Да. него не получается изображать американский акцент. Я даже читала, что этот режиссер этого сериала, он написал этот сериал для как бы этого актера, потому что этот актер, он уже играл в русских фильмах и сериалах каких-то, и Мгм. потом он в Варшаве раньше был такой фестиваль русского кино, такой Мгм. «Спутник», и он был очень хорошим. Там были хорошие, как бы независимые фильмы, русские фильмы. Мгм. Там этот режиссер этого сериала «Как я стал русским» встретился с этим актером, и они решили, что будет сериал, и он написал этот сериал как бы для этого актера.
Мгм. Первый был актер Ну, сериала. у меня сложилось впечатление, что этот сериал написан специально для иностранцев, которые Да. изучают русский язык. М, Там очень много стереотипов, немножко все так утрировано, э, ну и вместе с тем смешно, и есть что обсудить. Каждая серия — это м, повод для обсуждения. Всякие приметы, традиции, отношения с алкоголем и так мгм. далее. Да. Ну и потом тоже я смотрела сериал «Кухня». Он тоже Мгм. хороший для изучения, потому что там очень много серий, и мы привыкаем к этим героям, и ну, это всегда хорошо смотреть сериалы, в которых много сезонов, потому что Мгм. герои, актеры, они говорят всегда те похожие вещи, и и нам легче э, Мгм. запомнить Да. слова и так далее. Да, и те же фразеологические обороты тоже. Да, третий сериал — это «Чики». Э, Чики. Ага. Чики, да. И там меньше сезонов, может, 2 или 3, не помню. Или, может, один. Но это про такие девушки, которые живут не в городе, а как бы в деревне, и там их Ага. разные, ну, проблемы. Он, Мгм. там немного серий, но мне он очень тоже понравился. И недавно я начала смотреть сериал «Триггер», я думаю. Триггер. Ага. Что-то А, я не слышала уже. ты слышала? М. Не слышала. М. Окей. Ну, мне порекомендовал этот сериал один русский человек, и он действительно как бы хороший. И как бы «Кухня», как я стал русским, они забавные и так приятно посмотреть, но «Триггер», он м, более серьезный, но тоже очень хороший. Мгм. Его Окей. сложнее найти, потому что он не на «Ютубе». Надо найти на каком-то сайте, ну, Мгм. через Google можно найти. Мгм. И еще на Netflix есть хороший сериал «Лучше, чем люди». Э, Тоже не смо слышала. Мгм. Ну, сейчас и на Netflix не так много русских сериалов, и это самый лучший. Мгм. Мгм. Окей. Ну вот, друзья, уже есть, что посмотреть. А послушать? Э, у меня очень много подкастов, я очень много слушала, но Мгм. могу порекомендовать один, который не очень известный, не очень популярный. Это «Давай по чесноку». Э, Мгм. Две женщины, они живут в Швеции, и ну, у них есть дети, и они там обсуждают разные проблемы. Мне он очень Мгм. нравится. И тоже Мгм. потому что они живут в Швеции, они из России, одна жила в Эстонии, я думаю, и они много путешествовали и жили в разных странах, и поэтому это интересно послушать, что они говорят. Мгм. Мгм. Еще М, что-нибудь из Да, подкастов? еще есть про фильмы крупным планом. Он, Мгм. он достаточно популярный, я думаю. Мгм. Еще есть такой, это подкаст про гинекологию. Но Ага. он очень хороший. «Раздвиньте ноги». А, Окей. я Ага. тоже, я послушала все там. Ну, Мгм. это я могу порекомендовать больше всех, но там много, очень легко найти подкасты сейчас, можно войти как бы в топ 100 подкастов в России, есть Мгм. такие страны, которые показывают это, и м, там сейчас очень много психологических подкастов, они самые популярные в России.
Мгм. Я там разные пробовала, попробовала послушать. И так, может, Мгм. и самый лучший для себя подкаст. Мгм. Да, психологические сейчас самые популярные, это правда. Да, самый Правда. популярный. Все начали просвещаться в этой теме. Мгм. Мгм. Ты недавно делилась со мной своим мнением о русских подкастах, кстати. Не мнением, а, как сказать, впечатлением. И было такое интересное замечание у тебя. Ну, Мгм. это не только про подкасты, но тоже, например, про Инстаграм, и как бы в общем. И про фильмы. Да, И, ну, в чем это впечатление заключается? Можешь м, коротко объяснить? да, э, но как бы это сказать, что Чтобы не обидеть никого. Мгм. ну, как бы менталитет, есть такой менталитет в России, менталитет Мгм. и мировоззрение все еще традиционное про Мгм. женщины и тоже про женщин Мгм. и про мужчин. Мгм. И даже если подкасты, которые я слушала, они как бы более прогрессивные и ну да, я выбирала всегда как бы такие прогрессивные источники информации, нет, ну, информации, да. Мгм. И э, я всегда вижу в этих подкастах, в постах на Инстаграме как бы такой под, подтекст, подтекст, Подтекст. подтекст, традиционный подтекст. Мгм. И ну, что внешность очень важная для женщин, что, э, Мгм. ну, что очень часто в русских подкастах они говорят, например, ну, что внешность не так важная, но надо ухаживать за собой. И, Мгм. конечно, ухаживать за собой, это значит для женщин делать миллион вещей, а для мужчин нет. И, ну, Мгм. всегда, тоже на Инстаграме это очень ярко видно. Э, Мгм. тоже, ну, что надо быстро, нет, быстро, может, что это важно найти мужа, что надо быстро родить детей, Мгм. рожать детей. Ну, как бы очень сильно я это вижу. И Мгм. э, Ну вот нет, мне сори. Мне интересно было, знаешь, твоя фраза, мне интересна была твоя фраза о том, что даже если в подкасте говорят какие-то прогрессивные мысли и стараются казаться даже нетрадиционными, да, говорят про то, что женщина может расслабиться, и неважно, как она выглядит, там, если лишние килограммы, то они не такие уж и лишние, вообще любите себя в любом виде, принимайте себя. Потом ты смотришь на ведущих этого выпуска, смотришь, как выглядят девушки, которые это говорят, и понимаешь, что это просто модели какие-то. всегда так есть. Да. Ну, Ну, есть такое дело, что сказать. Наверное, правда это есть. ну, это сложно быть женщиной в России, я так думаю, сейчас. Не знаю, наверное, многие с тобой согласятся. Наверное, да. Ну, много симпатичных девчонок. Да, ну, Симпатичных в том смысле, что очень ухоженных, да. В Москве, например, трудно встретить девушку, которая не стильно одета, без укладки идет или там, без макияжа, без маникюра. Это уже какой-то минимальный уровень требований к себе. мгм. Да. Ну, русские мужчины купаются в этом, наслаждаются. Ну, это несправедливо, им тоже надо так ухаживать за собой. Мужчинам, имеешь в виду? Да, Ну, да, бросим такой намек. Правда, русские мужчины-то меня, наверное, не смотрят. Ну ладно. Пусть не обижаются, даже если посмотрят.
Вот. Просто интересное такое замечание, правда. Остается осадок после того, как ты послушаешь, посмотришь Да, что-нибудь да. Ну, по-русски. Мгм. это тоже интересно. Так, я начала изучать русский, чтобы одна из причин это была, чтобы как бы увидеть, познакомиться с новым мировоззрением, с новым, чтобы посмотреть, как люди, что люди там думают. И ну, сейчас я это увидела, и это действительно очень интересно, что так это Мгм. отличается даже от Польши. Я думала, что менталитет, он более похожий. Мгм. А он отличается. Но Да. есть какое-то позитивное впечатление от русского менталитета и Это культуры? очень много, очень много позитивных, это один единственный негативный. Фу, слава богу. Так, Э, окей, ну давай одно там позитивное что-нибудь. Ну, культура очень, ну, на очень высоком уровне, Мгм. На э, высоком уровне. Мгм. уровне. Э, я могу сказать, что, например, кино, я всегда обожала русское кино, и я все время я утверждаю, что оно одно из самых лучших. Э, мне очень нравится художественное кино, и ну, в общем на Востоке художественное кино лучше, чем западное, например, или Опа! ну, Вот появилась у нас очень острая темочка. традиционная тема. Но это правда, к сожалению, что Мгм. эти Под голливудские, Востоком ты Россию, да, имеешь в виду? Россия, Восток. да, но тоже, Мгм. ну, я тоже думаю, что, например, э, не знаю, как по-русски, Румыния, есть так, Румыния, это Румыния. как? Румыния. Румыния, Румыния. Мгм. Румыния. Ну, тоже это более восток, там я тоже думаю, что хорошее кино. Э, Мгм. Да, и тоже, конечно, литература и поэзия, она в России очень хорошая, не знаю, Мгм. какое слово использовать Кстати, здесь. вопрос по поводу литературы. Интересуются, читаешь ли ты русскую литературу, и если да, то что на тебя произвело впечатление? Мгм. Ну, я читала в прошлом, окей, это вопрос. Да-да-да. Да, ну, я читала в прошлом В каком русскую. прошлом ты только 8 месяцев изучаешь русский язык? Я да, ну, эти 8 месяцев я не читала русскую литературу. И М. это потому, что я очень быстро хотела перейти на базовый уровень или выше, ну, как бы на уровень, на котором я смогу понимать, понимать русскую речь, как бы понимать э, интервью, понимать Мгм. подкасты. Мгм. И это другая вещь, чем чтение. Как бы Мгм. я сосредоточилась чтобы слушать, чтобы говорить, чтобы писать, Мгм. я не сосредоточилась на чтению, и поэтому я очень мало читала, только на занятия. Как бы у меня были еще другие занятия, и я читала то, что мне надо было прочитать на эти занятия, Мгм. а книг вообще не читала. Э, Мгм. А и раньше? раньше ну, я читала такую классическую литературу, как Достоевского, и я очень люблю Достоевского. Э, Мгм. и тоже, к сожалению, я не знаю русский. Карамазов, как это? Братья Карамазовы. А, Мгм. «Братья Карамазовы» — это моя любимая книга. Э, Мгм.
Вот интересное дело, извини, пожалуйста, русские подкасты тебе кажутся удручающими, такими занижающими самооценку и общий жизненный тонус, скажем так. А Достоевский супер. Достоевский можно надо читать литературу, которая была написана в других временах, надо всегда читать с таком, ну, надо помнить, что это было написано в прошлом, и что это и другое время. А когда я слушаю подкасты, я знаю, что они, ну, они были созданы Созданы. сейчас, как бы, ну, или И это про тебя уже ближе да. гораздо. Ну да, это, конечно, такая литература тоже там, ну, она как бы очень традиционная, менталитет очень традиционный, но это, конечно, натурально. И я, да, ну, об этом знаю, когда я начинаю читать такую книгу. Да, менталитет традиционный, но если ты почитаешь русскую классическую литературу, ну, например, того же Достоевского или Толстого, или Чехова, то увидишь, насколько это честные тексты. То есть традиционный в данном случае не значит врущий человеческой природе. Эти тексты очень про человека, про его темные стороны, светлые стороны. Вот недавно как раз закончила читать книгу Толстого, и, ну, медленно я читаю, ну что поделать. Вот, и приглашаю тех, кто подписан в Телеграме на меня, приглашаю на разговорный клуб обсудить мысли Толстого. Толстой для меня всегда был самым честным автором. Я его очень любила за это. Он очень честный, но при этом чувство умиротворения и спокойствия после его текстов взрастает в тебе. А тут он выдает такие мысли, которые противоречат человеческому существу. И вот мне так хотелось порассуждать на эту тему. А какую книгу ты закончила читать? «Воскресенье». Окей. «Воскресенье». Не «воскресенье», как вот сегодня «воскресенье», а через «ие». «Воскресенье». Значение оживления. Еще вспомнила разницу между польским и русским, что иногда слова, они идентичны, почти идентичные, но они значат что-то другое. Например, у нас воскресенье – это неделя, как неделя по-русски – это 7 дней, а у нас это воскресенье. Да, интересная штука. Ой, кстати, вспомнила, потому что сейчас посмотрела в чат. Было бы здорово, Вероник, если бы ты оставила список сериалов и подкастов или написала бы их в чате, например, в конце нашего разговора, или бы мне скинула, и я добавлю в описание тогда. Потому что я писала, и в какой-то момент остановилась, заслушалась и написала только 3 названия, но ты сказала гораздо больше. Вот. Так. Ну, 3 совета, может быть. Человек с опытом, человек с результатом. Скажи, что бы ты порекомендовала людям, которые изучают русский язык? Во-первых, я бы сказала, что надо много слушать и много смотреть, и без субтитров. Потому что так, если есть субтитры, мы всегда сосредоточимся на том, что написано. И без субтитров, по-моему, это действительно дает результаты. Даже если мы понимаем мало, быстро мы начинаем понимать больше. И это мой опыт. Я знаю, что, например, Russian with Max, он думает, что надо слушать на своем уровне, подкастов на своем уровне, но я всегда слушаю
подкасты и смотрю сериалы, которые сложнее, чем мой уровень, и это дает Мгм. результаты. И, Мгм. конечно, Ну, многие преподаватели хотят снизить уровень стресса у студентов. мгм, И я, например, как человек, изучающий сейчас очень трудный язык, понимаю, что этот уровень стресса, он действительно есть, и он неприятный, когда ты слушаешь и не понимаешь. И хочется посмотреть на субтитры, хочется мгм, какой-то помощи, опоры. Но в то же время я чувствую, как прогресс-то есть. Я слышу лучше, и произношение у меня сразу встает на свои места из-за того, что я много слушаю. мгм. Так что я бы тут подвела такую черту, сделала маленький вывод. Не бойтесь, правда, не бойтесь слушать без субтитров. Тут важно не понять каждое слово, важно втереть в себя язык, Мгм. привыкать к нему, как Да, ребенок привыкает к языку. да, и Вот. можно иногда посмотреть, не знаю, половину серии с субтитрами, а половину без субтитров. Но Мгм. с русским это легче смотреть без субтитров, потому что много сериалов, ну, в общем, без субтитров. Да, мы вообще не пишем субтитры к русским сериалам. Например, Чики. Чики я была вынуждена смотреть без субтитров. Это было на самом начале моего изучения. И Мгм. я не понимала, что там, что они говорят так точно, но я не могла Мгм. смотреть с субтитрами, потому что их не было. Мгм. Ну и да, и второй совет– Мгм. это заниматься произношением. И ну, как это делать? Można samemu próbować, no, można em, ну, тренироваться самому, или можно записаться на занятия, и это лучше. Потому что, ну, потому Мгм. что некоторые вещи сложно самому выучить. Э, Мгм. Но я тоже могу посоветовать, чтобы повторять за э, людьми в сериалах или, не знаю, видео на Ютубе. Когда они что-то Мгм. говорят, повторять за ними. Shadowing такое делать, да? Да, Мгм. Но это тут это очень хороший совет, очень хороший, я тоже его всегда даю. Но знаю по себе, что иногда ты повторяешь, но не слышишь, правильно мгм, ты повторил или нет. Просто окей. потому, что твои уши не привыкли слышать разницу между коротким слогом, длинным слогом, например, как в английском языке. Мгм. Вот. Может, если мы уже знаем, что у нас есть проблемы, это тогда может помочь. Например, когда я смотрела сериал «Интерны», э, Мгм. там есть такой герой Лобанов, и они там очень часто Лобанов, что-то. И Ла-ла-ла. я всегда Мгм. только повторяла это слово, как бы не Мгм. все, только Лобанов и ладно. Очень Мгм. часто тоже ладно там говорят. Мгм. 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 Да, Ну и да. Да, крутая рекомендация. То есть если вы знаете точечно ваши проблемы, вы можете повторять конкретно слова с этим звуком, например. да, и Мгм. это действительно помогает. А третий совет, это много говорить, даже если не знаем, как правильно говорить. И Мгм. чем раньше ты начнешь говорить, тем лучше. Мгм. Я так советую, чтобы не стесняться. И можно стесняться, но Но всё делать равно все равно. да, очень крутой совет. Кстати, и он мне очень подходит. Мне бы тоже следовать этому совету. Стесняться, но все равно говорить. Потому что иногда так страшно, на самом деле, в некоторых ситуациях сделать ошибку. Жуть. Да. Но, друзья, говорим. Делаем ошибки и говорим. Все как в жизни. Делаем ошибки и живем дальше. Ну, что делать? Жизнь такая штука. Да. Так, ну что,
Не будем затягивать. По-моему, классный получился разговор. Очень прям на одном дыхании для меня лично. И мы прям ровно в час с тобой уложились. Господи, как будто репетировали. Обалдеть. Спасибо большое, что ты пришла, Вероника. Спасибо за советы. Тебе спасибо за приглашение. Это было очень... мне надо было выйти из зоны комфорта, Ага. это сделать. Да, Вероника нервничала перед этим. И даже сомневалась, стоит или не стоит пойти. Но, кстати, даже не было заметно совсем, что ты нервничаешь. Очень здорово получилось. Я не знаю, как это сказать, что я рада, что не было видно. Да, ну и мне кажется, это было не только приятно, но и интересно, полезно нашим подписчикам. И вижу отклик. Вот нас благодарят, очень было интересно, живое общение. А вам спасибо за вопросы. Да, спасибо за За комментарии. комплименты. Да. Еще, наверное, будут комментарии от людей, которые посмотрят попозже. Вот. Ну и все. Что, будем завязывать. Вот. Как говорит один мой студент, закругляемся. Закругляемся. Да, то есть заканчиваем. М, Да. Еще раз спасибо всем, кто пришел в это воскресное время, утро, день или вечер, у кого что. Всем хорошего изучения русского языка, прекрасной недели. С кем-то увидимся, надеюсь, в следующие выходные. Ну и да, Вероника, мы с тобой сейчас останемся, когда я нажму на кнопочку, ты еще остаешься тут, и мы еще поболтаем немножечко. Вот. Все, всем спасибо. Пока-пока. До скорых встреч. спасибо. Пока.